Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук так голоден по нему. Девятое место. Тэхён буквально проходу не дает Чонгуку, или эта сцена тесная? Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тэхён заставил Чонгука». Он даже не понял, что происходит. Разбираем самый абсурдный момент в новом видео Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чтобы вы понимали, такие ролики называют бойфренд ревил. Тренд, где леди впервые показывают своих парней. Окей, Тэхён, это было смело даже для тебя. Седьмое место. Нетушки, когда такой бойфренд, надо всем показывать, чей он. Шестое место. Поведение пары. Никто не претендует, малыш, это твое место. Любовь Тэхёна выглядит так. Пятое место. Когда он твой самый красивый пейзаж.
4 место. Чонгук замечать все, что связано с Тэхёном. Третье место. Новости. Когда тебе за 20, и спецагент с тебя уже не тот. Фанатка рассказала о том, что Тэхён и Хосок гоняли на Ламборгини. Ребята, я очень надеюсь, что это Ви подъехал на оранжевой Ламборгини или какой-то чертовски быстрой машине прямо ко мне, сдал назад, опустил окно, а я, как дура, ничего не сказала. Это было возле их отеля в центре Тампы, и я не буду называть его название, вдруг они захотят там остановиться снова. В общем, я еду домой с концерта и вижу, как эта оранжевая ламба или какая-то скоростная машина. Типа ее подъезжает ко мне. Она оказывается чуть впереди, а потом опускается окно, и они немного сдают назад. Я смотрю и думаю, это что, блин, Ви за рулем? Потом я вижу, как кто-то делает вот так, пытаясь заглянуть внутрь. Может, они подумали, что я похожа на кого-то, кого они знают. Сперва я подумала, что это РМ, потому что заметила осветленные светлые пряди, но я не могла толком ничего разобрать, потому что на улице было темно. Я видела только профиль Ви, я подумала, что мне просто кажется, что это не они. И все время, пока я была в Тампе, я думала, неужели это реально случилось в первый день? И отвечала себе, да нет, конечно, этого не было. Но, блин, Ви выложил фото, которое в точности. Меня аж мутит, меня сейчас вырвет. Почему я ничего не сказала? Почему я просто стояла там? Мне плохо. Фанатка говорит о фото, которое Тэхён выложил в Инстаграм. Он просто безумен. Пидок упоминает Тэхёна в эксклюзивном интервью для Indio Today. Вопрос. Был ли участник, который удивил вас больше всего в этот раз? Пидок отвечает, что касается этого проекта, я почувствовал, что и Ви, и Джин заметно расширили свой вокальный диапазон. Ви, в частности, открыл для себя новые возможности, экспериментируя с рэпом и синк-рэпом, певческим рэпом. У нас же вроде бы кролики травоядные, а этот явно собирается сожрать тигра. Тайская суперзвезда и амбассадор Balenciaga Крид решил показать всем, кто его биас. В свой день рождения он выложил милейшее фото с постером золотого Макне. Фанаты в восторге от такого проявления любви. Тайские селебрити в очередной раз доказывают, что влияние Чонгука не имеет границ, и он – настоящая икона для самых топовых артистов мира. У Пи Крид почти 5 миллионов подписчиков в Инстаграм, и теперь все они знают, чьи песни на репите у их кумира. Иметь в биасах Тэйкук – это не для всех, это для лучших.
Вышла новая серия образовательных книг, героями которой стали кумиры миллионов из мира музыки и спорта. Среди первых знаменитостей, чьи истории успеха появились на страницах серии, Чангук. Его биография представлена наряду с Тейлор Свифт, Лионель Месси, Симона Байлз и Криштиану Роналду. Книга подробно рассказывает о вдохновляющем пути Чангука, от первых шагов до статуса мировой суперзвезды. Лицо BTS. Чон Чангук родился в Пусане, Южная Корея, и подписал контракт с Big Hit Entertainment в 13 лет. К 15 годам он стал ведущим вокалистом южнокорейской бой-группы BTS. К 25 годам он начал сольную карьеру, а журнал Rolling Stone назвал его одним из величайших певцов всех времен. Так что же делает Чангука таким особенным? Его голос. Он умеет брать высокие ноты, гармонировать со своими коллегами по группе и контролировать свой голос во время танцев, что сложно для многих исполнителей. Это залог успеха. Эксклюзив о звезде. У Чангука абсолютный слух, что встречается крайне редко, даже среди профессиональных певцов. Это значит, что если кто-то сыграет ноту на пианино, Чангук сможет назвать ее, даже не видя, на какой клавише она была нажата. Я так люблю их любовь. Кёнмин из ТУЗ упомянул Тэхёна на радиошоу «Венди Янстрит». Он сказал: «Я выложил танцевальный кавер на клип, и когда увидел, что Ви Сэн Бэним оставил под ним комментарий «Хорош», я замер секунд на 10 и подумал, что это вообще. Поэтому я решил ответить ему: «Сэн Бэним, я люблю вас», чтобы поприветствовать его в ответ. Я был очень благодарен, потому что он тот самый Сэн Бэним, которого я искренне люблю и уважаю. Тэхён активно поддерживает младших коллег по индустрии, и это простая похвала для Кёнмина, мотивация работать еще усерднее, чтобы соответствовать кумиру. Его действительно невозможно не любить. Появились медиа с участниками, когда они покидали или прибывали в отель, возможно, после совместного ужина. В Эль-Пасо парни остановились в The Plaza Hotel Pioneer Park, 4-звездочном отеле, расположенном в центре города. У этого отеля богатая история. С момента постройки в 1930-х годах, изначально под брендом Hilton, эта ар-деко башня остается доминантой городского силуэта. Сегодня к этому добавилось элитное признание. Плеза – единственный отель в Эль-Пасо, отмеченный рейтингом «Один ключ Мишелин», что говорит о безупречном сервисе и дизайне. Отель расположен в районе Лас-Плезас, художественном центре города. Его крыша открывает панорамы на 3 штата и 2 страны. В пешей доступности Эль-Пасский музей искусств, театр Плеза, конференц-центр им Джадсона Уильямса и другие ключевые площадки. Природная достопримечательность региона, парк Франклин Маунтинс, находится всего в 15 минутах езды. Это самый большой городской парк в США, где проложены маршруты для хайкинга и велопрогулок. Фауна – чернохвостые олени, пумы, редка и золотые орлы. Самые очаровательные ямочки на свете.
Эффект V. Бренды, чьим амбассадором стал Тэхён, отмечают резкий рост продаж. Snow Peak Apparel, выбравший Тэхёна амбассадором в августе 2025 года, достиг невероятных успехов. На открытии магазина в престижном Тайку Хуи в Гуанчжоу 19 апреля продажи превысили 200 миллионов вон, около 150 тысяч долларов, за один день, что стало рекордом для иностранного бренда. Это укрепило его узнаваемость в регионе. Представители Snow Peak отметили, что популярность V значительно повысила покупательную способность китайских потребителей. В ключевых магазинах, таких как Шанхай, после публикации рекламных фото товары мгновенно раскупаются, создавая дефицит на складах, заявили в компании. Compose Coffee также зафиксировала взрывной рост пользователей после начала сотрудничества с V. Тизер компании набрал 13 миллионов просмотров за сутки, а видео – 61 миллионов за 5 дней. Компания эффективно закрепила образ бренда в сознании потребителей. На предварительном открытии в Тайване 30 марта очереди растянулись на 2 часа, а напитки продавались со скоростью 1 чашка каждые 20 секунд. Корейский бьюти-бренд Тиорта получил премию L-Beauty Awards 2026 в номинации «Лидер K-Beauty». Кушон Mask Fit Red Cushion стал первым корейским кушоном, занявшим первое место в категории «Красота» на Amazon. Японский косметический бренд Юнт сообщил о росте продаж на 311% с октября по декабрь 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года после назначения V амбассадором. Coca-Cola транслирует рекламу с участием V на крупнейших медиаплощадках Азии, включая Гонконг, Тайвань, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Макао. Бренд также проводит промо-акции с лимитированным мерчем. Продукция Celine, которую носит V, мгновенно становится дефицитной из-за высокого спроса. На 4 главных неделях моды 2025 года у V был самый высокий показатель МФ среди корейских звезд. После объявления V глобальным амбассадором Cartier вызвал ажиотаж, и официальный сайт компании временно работал с перебоями. Несмотря на спад в сегменте роскоши, бренд демонстрирует рост. Ох, как же нас окунуло в прошлое с этой песней. Журналы Rolling Stone с BTS поступили в продажу. На обложке все 7 участников южнокорейской группы, завоевавшей сердца миллионов. В номере эксклюзивные фотографии и откровенное интервью. Участники рассказывают о пути к успеху, планах на 2026 год, когда они завершат военную службу, и о том, как группа трансформирует музыкальную индустрию. Когда Чонгук злится? Эль-Пасо, Техас. Концерт проходит на стадионе Sun Bowl Stadium, прямо среди гор и пустынного пейзажа. Очень необычное место, где сцена будто появляется посреди природы. Сейчас в Эль-Пасо активно строят сцену для BTS. На видео видно, как поднимают конструкции. Это еще не финальный вид, а процесс монтажа внутри стадиона. Из-за того, что стадион находится среди гор и почти без зелени, создается ощущение, будто сцена стоит прямо в пустоте.
но на самом деле это большой открытый стадион с очень необычной локацией. Стадион вмещает около 50 тысяч человек, и оба дня ожидается полный зал. Это десятки тысяч людей, которые соберутся там ради BTS. Сейчас это только короткий обзор, почувствовать атмосферу. А дальше уже будут наши ребята на этой сцене. Смотрите это видео на свой страх и риск. Чонгук приносит извинения за инцидент со звуком на концерте. Чонгук высказался по поводу инцидента со звуком, произошедшего во время концерта в США, извинился перед фанатами и выразил свое разочарование по поводу сложившейся ситуации. Недавно певец Чонгук опубликовал в своей личной социальной сети: «Инцидент со звуком во время исполнения песни Magic Shop вчера был реальным. Не волнуйтесь, мы исправим это с сегодняшнего дня». Он продолжил: «Я приношу извинения фанатам, фанатскому сообществу BTS, за то, что пришел на концерт вчера. Мне тоже очень грустно, откровенно выразив свое недовольство произошедшим. У меня есть теория, когда они не могут поцеловаться, они... Такой себе безопасный способ передать все то, что нельзя выплеснуть в открытую». Тэхён снова носит красивые кольца. Чонгук и его неконтролируемая бэби-гвайрл энергия. Star News Korea в TikTok. Тампа теперь официально в Виленд. Ви буквально взорвал Флориду своей невероятной энергией. От его фотогеничной внешности, словно сошедшей с экрана видеоигры, до голоса, который даже Нью-Йорк Таймс назвал выдающимся, он покорил стадион Реймонд Джеймс. Местные жители настолько впечатлены его страстью к бегу, что установили в парке Жозеф Фрая памятный камень. А его футболка Свева Слив мгновенно распродана. Этот король распродаж и мастер сцены только начинает свой путь. Эль-Пасо, готовьтесь! Так рядышком стоят любимки. Часть композиции «Body to Body», о которой, кажется, никто не говорит. Перкуссия поверх сэмпла «Арирэнг». Это корейский жанр перкуссии, называемый самуль-нори. Самуль-нори – игра с 4 объектами. Название связано с 4 традиционными корейскими музыкальными инструментами: маленьким гонгом квенквари, большим гонгом чинг, барабаном в виде песочных часов чангу
и барабаном, бочкой бук. Оно происходит от 4 используемых инструментов, каждый из которых представляет собой стихию природы, дождь, гром, ветер и облака. Это современная адаптация традиционных корейских музыкальных традиций, в частности ритуальной фермерской музыки нангака и корейской шаманской музыки муака, для домашней сцены. Жанр возник в конце 1970-х, начале 1980-х годов в Южной Корее. Его создал музыкант Ким Док Су, взяв у крестьянской традиции 4 вида барабанов и народные ритмы. Смотрю я, с какой легкостью Тэхён создает из ничего самую вкусную конфетку, и понимаю, не существует человека в мире, которого так любила бы камера. Он с ней не просто на «ты», они лучшие друзья. Сэмпл «Арирэнг» разносится по стадиону. Пением песни о воссоединении с миллионами людей связь между BTS и ARMY укрепляется в 3 раза. Это напоминание о том, что те, кто пытался оставить их позади, споткнутся, в то время как эта связь остается неразрывной. Это выглядит так нежно. Известный продюсер и ведущий таких каналов, как DV, TV, BBS и CNBC, Джеффри Джеймс, поделился в своем аккаунте глубокими размышлениями о наследии и актуальности BTS в наши дни. Лидер BTS, вдумчивый и искренний оратор, как и Джин, самый старший участник группы. Помимо их впечатляющего творческого потенциала, больше всего меня поражает их философия. Они отражают версию современной мужественности, которая одновременно является и основательной, и экспрессивной. Для них не только приемлемо, но и поощряется открыто выражать эмоции, то, чему до сих пор сопротивляются во многих культурах. Уже одно это имеет значение. Поразителен парадокс. BTS тщательно продумывают свои выступления, но при этом часто кажутся спонтанными, даже непринужденными. Несмотря на масштабность их продукции, нет ощущения искусственности. Искренность сохраняется. Есть слабый отголосок Майкла Джексона, не в стиле, а в культурном масштабе. Разница в том, что BTS, по крайней мере пока, сохраняют видимую связь с самими собой. Джексон же, к сожалению, временами, казалось, сам становился воплощением собственного мифа. BTS часто говорят об уязвимости, любви и роли своей аудитории. Их признание своей фан-базы воспринимается не столько как выступление, сколько как факт. Граница между артистом и аудиторией необычайно размыта. Любую группу, дважды выступавшую в Организации Объединенных Наций, не следует недооценивать. Их темы смелые и зачастую смелее, чем им приписывают. Это явление не ограничивается подростками, оно явно носит многопоколенческий характер. Возвращение после службы подтвердило нечто важное, их популярность сохранилась. Аудитория в Корее, Японии и США вновь проявила интерес в больших масштабах. Немногие, если вообще какие-либо, сопоставимые исполнители смогли сохранить такой уровень глобальной привязанности. С точки зрения бизнеса, решение HYBE приостановить деятельность в связи с военной службой всегда было риском. В культурном плане это имело смысл, в коммерческом это был акт веры. Это не просто артисты, это ключевые активы. И все же они – личности, а не инструменты ожиданий государства или акционеров.
Было кратковременное колебание. Рынки отреагировали. Нарративы изменились. Но это оказалось временным. В итоге остается одно: BTS — это не просто музыкальный коллектив. Они — культурная сила, дисциплинированная, но человечная, сконструированная, но искренняя, и, что особенно важно, в них верят. Второе место. Это так интимно. Они никогда и не скрывались, собственно, то. Это талия только для одного человека. Первое место. Они стали такими очевидными. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.